Дорогие мои сограждане и соседи по этой немного треснувшей, но все же прекрасной планете под названием Земля. Через несколько мгновений наступит новый 2026 год. Время подводить итоги. Время смотреть вперед. Год уходящий был годом выбора. Для всех нас. Выбора, кому верить, выбора, что считать правильным, что считать главным, выбора, на что тратить свои силы и свою жизнь. Одни выбирали путь защиты в самом прямом смысле этого слова, другие – путь созидания в условиях, которые не очень назовешь простыми. А для очень и очень многих главным выбором года стала обычная повседневная стойкость. Цена на хлеб, тепло в доме, здоровье детей и возможность просто спокойно работать и жить в социально-бытовых условиях. Именно этот тихий и неприметный выбор миллионов и есть подлинный фундамент любого государства и его настоящий суверенитет. Мы часто слышим громкие слова «миссия», «судьба», «исторический рубеж», и за ними теряются простые человеческие слова «мир», «добро», «согласие», «будничное благополучие», «счастье», «любовь», «свобода». Мир устал от больших обещаний. Он хочет маленьких, но реальных дел. И сегодня я хочу говорить не так, как, вы знаете, кто, а как тот, кто просто наблюдает весь этот карнавал абсурда из-за кулис вместе с вами, потому что я такой же, как вы. И я точно не президент. Хотя, если честно, в этом году столько персонажей побывало в этой роли на мировой сцене и арене, что я со своей маской чувствую себя здесь, как дома. И что же мы имеем по итогам уходящего 2025 года? А мы имеем, простите за мой русский, полный цирк абсурда. Давайте, как в хорошем Comedy Club, быстро пройдемся по топам. Саммит в Анкоридже. Встреча двух супер Дедов Морозов, и один такой говорит: мы отменим все, что только можно отменить. Не задумываясь о последствиях и о том, что можно отменить, а что отменить абсолютно невозможно. А другой такой говорит: а у нас все хорошо. Все прекрасно, и новая Хазария скоро расцветет, и жертвы были не напрасно. Правда, на крови какого народа Новый Иерусалим строится, мы все понимаем. Только тогда, когда язык из жопы вынимаем. Значит, встретились на Аляске, в месте, где холодно и есть медведи. Идеальная вообще такая метафора. Обнялись для фото, поговорили о чем-то очень важном и разошлись. А мир смотрел на это все и думал: ну и кто тут у нас самый авторитетный решатель всех международных мировых проблем? Тот, у кого лучше грим? Или все-таки авторитетный и крутой – это главный менеджер, которому мы доверили управлять нашим общаком? Причем не просто так, а по понятиям, по конституционным понятиям. Сказал – сделал. И знаете, мои дорогие жители планеты Земля, чего я понять никак не могу. На любом предприятии, если наемные менеджеры ухудшают жизнь учредителей и владельцев всего хозяйства,
то обычно их увольняют. И это закон бизнеса. А у нас что не трава, то главный итог любого международного сходника – это красивая открытка и 0 ответов на вопрос, когда же все это закончится. Этот бесконечный сериал под названием «Игра в кальмара», как геополитическое издание под названием «История всего человечества». Война, нищета, голод, убийство миллионов людей. Что лично мне и на что мне лично смотреть уже надоело. И я, как владелец всего этого хозяйства под названием «Планета Земля», человек, хочу спросить, а что у нас в мире больше нет авторитетов? Что решают наши внутренние и внешние международно-политическо-экономические вопросы? По понятиям, по конституциям, по международному праву. Право человека. В конце концов, мы же все живем в правовых государствах. А если в мире авторитетов больше нет, что способны решать наши вопросы и улучшать жизнь каждого человека, всей цивилизации людей и народов, то не пора ли нам устроить общепланетарный сходняк и спросить у нынешних наемных менеджеров, почем нынче на планете Земля в хлебе дырочки? Ведь, в конце концов, абсолютно каждый из нас хочет смотреть сериал про любовь и котиков, а не про пандемию и бесконечные убийства. Бизнес и экономика – это не всегда про конкуренцию, дорогие мои детки и жители планеты Земля. А теперь, дорогие мои россияне, вы все молодцы. Опросы показывают, что вас больше волнует не великая миссия по возрождению нашей державы, великой России, а счет за ЖКХ. И почему интернет в час пик тормозит. И это самая честная и святая правда уходящего 2025 года. Пока одни говорят о судьбах мира, вы думаете о судьбе семейного бюджета. И вот он наш главный вопрос нашего времени. Безостановочная инфляция. У меня такое впечатление, что у нас в стране при несметных богатствах и ресурсах не законодательное собрание, а сплошная мастурбация. Система, которая находится в руках клоунов, дает возможность только клоунам кривляться и смеяться. А вот всем остальным, как-то не очень хочется улыбаться. Когда цена на гречку растет быстрее, чем курс криптовалюты, это не коллективная самоирония. Это безостановочная борьба за выживание и какофония. А всем хочется, чтобы жизнь каждого звучала как симфония, театр военных действий. Скучные, бесконечные, депрессивные новости. Одни получают барыши и что-то там контролируют, другие запускают дроны, уничтожают все вокруг. Оторванные руки, ноги, головы, гибнут миллионы. А мы, засунув в жопу языки, молчим. Боимся, наблюдаем. Скажите мне, люди, вы верите в Бога? Кого мы войной прославляем? А еще хочу спросить, а какая нынче у наших правителей на планете Земля природа?
Разве все правители на планете Земля исторические? Не от Бога? Скажите мне, кто из наших правителей по законам Бога и наших предков на этой планете живет? Скажите мне, куда каждый правитель каждого государства, всех нас, каждого человека и всю цивилизацию людей ведет? Цифры потерь всех народов уже не умещаются в голове. Украина, Россия при поддержке Белоруссии. Братоубийственная война. Ближний Восток и Азия, Израиль, Палестина, Хамас, Хезболла, Иран, группировки в Сирии, война в Мьянме, конфликт в Афганистане, Пакистан, конфликт в Йемене, Африка, гражданская война в Судане, война в Конго, в Салихе, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Эфиопия, Америка. Здравствуй, Америка! Война с наркокартелями в Мексике, кризис безопасности на Гаити, Камбоджа, Таиланд, Израиль и Иран. Израиль. Избранные народы. Вот только кем избранные? Скорее всего, явно не потомками Великой Тартарии. Кризис власти, борьба, вечные вооруженные конфликты и зарождающиеся новые и новые эскалирующие конфликты. Здравствуй! 2026 год! Гуманитарная катастрофа, конфликты, война, разруха, голод и 117 миллионов бездомных людей. И все это не бесплатно. 3 триллиона! Совсем не рублей. Кто регулярно платит налоги, за чей счет банкет, тому все очень понятно. И главный вопрос, который никто не хочет задавать вслух, а иначе иноагент, враг народа и диссидент. Но вот все-таки вопрос. Какого народа? Народа от сатаны или от Бога? Какого народа? Народа от сатаны или от Бога? И какая у нынешних правителей на самом деле природа? От сатаны или от Бога? Я, если честно, не знаю. Я просто житель планеты Земля. Но все же я знаю, что на планете Земля нет ни одного человека, что хочет войны и не хочет мира. Ведь абсолютно все на этой планете Земля хотят жить комфортно, богато, в мире и красиво. Не на бумаге, не в мечтах, не в иллюзии, а в реальности. Жить там, где не надо бояться за родных, где можно строить дом, а не бункер. И это же так банально и вовсе не гениально. Мир, семья, работа и все. Ну и пока все воюют, технологии. Да-да, технологии. Да здравствует Илон Маск и иже с ним. ИИ устраивает нам новый роман Льва Толстого «Война и мир» в Кремниевых долинах. Китайская модель DeepSeek R1 вышла и сказала: «Ребята, а давайте я за вас все порешаю».
Американцы в ответ запустили проект «Звездные врата». Звучит все, конечно, супер, как космос. А на деле общепланетарная цифровизация. Клетка, рабство и библейского судного дня организация. На что это похоже? По-моему, это тоже какая-то мастурбация. И я смотрю на это и думаю, а что мы, собственно, создаем? Искусственный интеллект, чтобы решить проблемы? Проблемы всего человечества, которые создали сами своим нежеланием договариваться? Или же у нас просто закончились авторитеты? Понимаете, да? Есть в голове у вас на эти вопросы ответы? Это как заказать робота-уборщика, чтобы он разгребал гору мусора, которую мы продолжаем усердно сыпать посреди комнаты. А там, где мусор, жизни нет. Там процветают и живут только паразиты. А люди там больше не нужны. И вот вопрос. Кому больше не нужны люди на планете Земля? Ну, а теперь давайте серьезно. Без шуток. Ну, почти. Дорогие мои сограждане, вы заметили, что все эти большие дяди и тети в пиджаках, которые что-то там решают, не решают ваших проблем. Они решают проблемы границ, строят заборы, сферы влияния, рынки. А ваша проблема – это школа для ребенка. Это клиника для бабушки и дедушки. Это дорога до работы. Это чувство комфорта и безопасности, что завтра может быть не лучше, чем вчера. Они, наши верховные правители, создали красивую картиночку, иллюзию в виде образа сильного государства, сильных лидеров, которые нас ведут к великой цели, исторической миссии, так сказать, всего человечества. А мы хотим просто спокойствия, комфорта и мира. Мира в нашем доме под названием Земля. И вот мой главный вопрос, который я, шут апокалипсиса, задаю вам в канун 2026 года. Вы все ждете. Вы все еще ждете, что какой-то внешний спаситель спустится с телеэкранов и наведет порядок в вашей жизни. Или, может, уже пора снять эту ментальную маску ожидания и стать этим самым спасителем самому для себя, для своей семьи, для своего двора, для своего дома, для своих детей, для наших общих потомков. Что нас ждет в 2026 году? А давайте-ка спросим у всадника на белом коне, потому что я уже слышу стук его копыт. И он говорит: дорогие мои жители планеты Земля, все прогнозы, все пророчества, все это ерунда. И если ничего не менять, всех нас ждет год защитника Отечества 2. Электрические Бугалу или Трамп против ИИ, кого точно никто не перекричит. И все это скучно. Все это предсказуемо. А что если по-другому? Что если нас всех ждет что-то другое? Что если 2026 год
станет годом безупречности в обычной жизни каждого из нас. А не пора ли нам взять себя в руки и перестать бояться? Перестать бояться и потравить всех тараканов дихлофосом и убраться в своем доме. Ведь где-то там в будущем, на нас, на всех, на каждого из нас, прямо здесь, прямо сейчас смотрят наши потомки и ждут от нас светлого будущего. И я, ваш шут апокалипсиса, завершая в этом уходящем 2025 году, не смеясь. Я плачу, потому что я уже знаю, что всех вас ждет в наступающем новом 2026 году. Ну, а маска останется с вами. Она теперь не моя, она теперь ваша. А мое новогоднее обращение – это не пожелание здоровья, счастья и любви. Это провокация. С наступающим 2026 годом, товарищи! И пускай в нем будет поменьше пафосных речей и больше тихих, здравомыслящих поступков. С Новым годом, товарищи! Гип-гип!